Ребята, всем огромный привет. От Жорки тоже. Это он услышал, что во дворе собаки гавкают. Но они уже убежали, успокойся. И поднял шум. Слышите, я уже лучше, уже голос у меня лучше. Сейчас что-то вот в шестом часу вечера захотелось кофе. И знаете с чем? С голубикой. И вот этот у меня вкусненький. Как оно называется? Короче, с сыром. Очень вкусно, очень вкусно. Кофе с голубикой. Не знаю, очень нравится. Жора, все, успокойся. Что я должна сделать? Ну, собачка пробежала себе, прокричала и все. Слушайте, сегодня разрезали арбуз, а он оказался... Сережа купил 2 арбуза на прошлой неделе. Привез их, с работы ехал и прикупил. Один шикарный арбуз. Красный, сочный, такой сахарный. Маленькие, миленькие такие косточки в нем. Ну, вообще, супер. Второй закатили на лоджию. И что вы думаете? Сегодня решили его разрезать. Я его разрезала, а он зеленый. Он зеленый. Я Сереже отправила видео. Говорю, блин, ты что, говорю, арбузы не умеешь выбирать? Ну, я бы точно так же выбрала. Я говорю, надо с этими, с хвостиками сухими. Как вкусно. Кофе и голубика. Девочки, еще болит горло. Уже неделю. Я в это бедное горло что только не пшикаю. И солью полоскала, и чаем с лимона, с таким, с концентрацией. Какой-то вирусняк, какой-то прям топовый такой, знаете, такой, вирус ужасный. Сегодня старший сын, по-моему, заболел, сейчас улегся. Говорит, мама, что мне как-то сходил на базар, купил по моей просьбе фрукты. Вот, смотрите, вот, абрикоски купил. Я их тут разложила. Персики. И они очень любят. Это я только часть помыла, часть в холодильнике. И нектарины. Вот эти нектарины очень сладкие, очень вкусные. Они именно манговые. Я не знаю, ну, такое название манговый нектарин. И что-то он пришел, ходил, говорит, что-то мне как-то странно. Говорит, я, наверное, не выспался. Я говорю, ты не выспался, ты просто очередная жертва в нашей семье вирусника. Первый Костя заболел, уже ему получше, он уже бегает, уже горло так чуть подкашливает. Потом я, и вот сейчас Женька. У меня вчера еще вечером было 37. Так, девочки, что я смотрю? Я что-то куховарю. Я смотрю, чтобы у меня тут не взорвалась моя страва. Нам уже полчаса. Это, короче, в рукаве индюшатина, картошка и одна луковица и порезанная морковка одна. В общем, я так запихнула. А здесь сейчас меня ждет на малосолку. Мы уже съели одну банку. Это не на зиму. Сейчас я буду малосолить огурчики. Сходили с Жоркой гуляли. У нас оказалось, что нет чеснока. Купили чеснок. Чеснок. Вот это 3 штуки. Вот так связанные, 35 гривен. Это меньше, чем доллар. Почем у нас доллар? Около 50, 45, 46. Вот. А потом шла дальше, смотрю, сидят крестьяне, ну, селяне свой продают. Это у перекупов. А селяне продают свой, тоже 3, но такие поменьше, кучкой, по 20. Я думаю, блин. И я вместо веника, я сюда вместо вот этого сухого укропа положу просто пару веточек просто такого укропчика. И лавровый лист, и немножко парочку этих перчинок. Сейчас помою и буду закладывать вот эту всю красоту. Но сначала мне надо, конечно, попить кофе.
Так мне что-то захотелось прям вообще. А, я же хотела вам еще показать, что у меня цветет. Видите, я говорю еле-еле, но видео снимаю. Смотрите, какая у меня тут красота. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра. Короче, будет видео на канале про орхидеи, покажу. Ну так, бегло вам. А Жорка вообще. Сегодня утром с ним гуляла. Сегодня Сережа уехал в командировку на один день. Его в 6 утра уже дома не было. И мне с утра пришлось с этим чижиком гулять. Жорочка, покажись, какой ты красивый. Подстриженный. Красавчик. Мы его недавно подстригли на прошлой неделе. Такой красавчик. А сегодня встретила собачников, бабушек с собачками, у которых нет необходимости подстригать собак. Так они так мне посочувствовали, говорят, это ж сколько денег. Я говорю, что значит сколько денег? Для любимки ничего не жалко. Сколько денег, сколько денег. Да? Любимка. Все такое, все такое. Выпросил кусочек у меня индюшатинки из супчика, покушал. То вечно я иду у него на поводу. Мы только пришли. И он вот это вот побегал, я лапки помыла, побегал на улице, лапки пришли, помыли. Сегодня у нас дождь был, затопило, девочки, у нас Балковскую. Ну, все как всегда. Так, что тут мои рыбы? Так, опять, вот я альгизит кидала, и все равно вот стенка аквариума, вот там, с той стороны, все равно покрывается вот этой вот фигней водорослить. Черная бородач, как она называется. Думала еще докупить рыбок. Потом думаю, нет, пускай будет так, как есть пока. Жара пройдет, начнутся холода. Но дело в том, что вот и та задняя стенка тоже. В общем, надо... Я только неделю назад все чистила. И опять надо все чистить. Вот в жару вот так вот происходит, девочки. Я говорю, я сама себе не даю выздоравливать. Тут у меня полив, что-то мочится, что-то замачивается, что-то это вот. Да, Лимош, как твои дела? Скажи девчонкам, привет, привет. Девочки, как у вас там вообще обстоятельства ваши? Как ваше ничего? У нас, конечно, каждый день обстрелы. Ну, что сделаешь? Живем в таком режиме не очень. Смотрите, какой желтый лист. Сегодня дождь. Прямо утром проснулась, слышу фух. И дождь прямо как из ведра. Так, а здесь надо снимать уже подсохшие цветочки. Но они пока не даются. Девочки, цитрусовые мои потихонечку там что-то. Один только лимон Мейера, кстати, начал расти. Боже, гляньте, какая роскошь. Мне когда-то очень давно приехала моя сестра в гости и зашла на наш базар, на наш рынок. Она под таким впечатлением была. Она была не сейчас, она была в августе. И она говорит, боже, такое разнообразие, столько овощей, столько фруктов. Да, это был, по-моему, август, и перцы были, и баклажаны, и персики, и сливы. Боже, чего только не было. Она была в шоке. Какой у нас все-таки такой выбор сумасшедший на юге. Всякой вкусности. Так, я еще немножко подержу и выключу свою стряпню. И буду делать, девочки, огурцы. Вот те были мои глаза, когда я покупала, выбирала чеснок. Вот эти плесень. Вот. Нарушены условия хранения. Его нельзя в целлофан, никуда, ни в какие кульки. Где-то он у них лежал. Надо вот этот сейчас тоже постричь, чтобы он подозрительный. Вот так вот как определишь. Такой симпатичный, лежит целая кучка. И на тебе. Здрасте. Ах. Девочки, я в детстве с мамой на привозе торговала чесноком. Ну, немного раз, но иногда меня с собой брали. Помню, желтая ведерко, такие огромные, самые лучшие, самые крупные головки чеснока. Мы стоим. Помню, как мы от этих контролеров убегали.
потому что нам с тем ведром чеснока приткнуться. Я так переживала. Вспоминаю. Сами выращивали. И это вот. И потом на вырученные деньги мы отправлялись на Ришельевскую. Там был магазин с детской обувью. Либо в ЦУМ шли, либо вот в этот обувный магазин. Как он назывался на Ришельевской, я забыла. В детский мир на Ришелье. И, по-моему, да, или на Пушкинской. Кто помнит, подскажите. Ну, помню, что вот в ЦУМе мы все облазили, ну, смотрели, где что можно купить к школе. Потом мы, значит, в детский мир, так он назывался, на Ришельевской, отправлялись, там смотрели насчет обуви и формы, и спортивных костюмов, там все, и к школе, вот это конец августа, прям вообще. И вот этот обувный магазин, ёлки-палки, я ж помнила и забыла, как он назывался. То ли он был на Пушкинской, то ли он был на Ришельевской, я сейчас и не вспомню. Так что я чесноком торговала иногда. Но сначала я ему помогала растыкивать вот эту каждую. Потом вырывать этот самый бурьян. Но поливать мы его не поливали. Потом его выбирать. А потом еще на электричку тащиться с этим ведром или даже с 2 чеснока. Стоять там полдня на том привозе. Сыну сказала, говорю, ты постарайся, чтобы они свеженькие были, чтобы с цветочками. С цветочками. Не все, конечно. Я сейчас помою. И это вот, пообрезаю попки. Вниз положу вот такой вот большой. Просто их сюда буду выставлять. Ой, забыла, что укроп. Сейчас надо укроп еще помыть. Девочки, и на все это добро, на всю эту банку, а здесь, по-моему, 1,5 литра банка, десертную ложку соли и водичка из-под крана. У меня очищенная. Я так не люблю вот этот веник покупать. Можно было, конечно, возле парадной, там у нас вишня растет. Пару листиков, что-то мы с Жоркой. Жора, что мы с тобой не сообразили? Пару листиков вишни сорвать. Ну ладно. Это ж такое вот. Я вот так чуть-чуть укропчика возьму вот в баночку, засуну и буду сейчас огурчики сюда умещать. Будет вкусно, да. Девочки, уже на второй день в нашу вот такую жару уже начинает подниматься пена. Как только пена на второй где-то день, она уже у кого-то на третью, у кого-то на второй, она осядет, все. Крышечку перевернули, а надо крышечкой накрыть и подставить тарелочку. Крышечку полиэтиленовую чпок и в холодильник. Все, и можно уже кушать. Они очень вкусные, хрустящие. Мне очень нравится. Процесс идет. Просто не знаю, сколько вместится. Вниз выбираю такие покрупнее. Обрезаю попку. Я вот так строю. Ничего не надо стерилизовать, это на покушать. На сейчас. Казалось бы, кушай свежий огурец. Девочки, свежий огурец уже не хочется кушать. Уже хочется ферментированный огурец кушать. Так. Воды выльешь больше, чем надо. Сейчас говорят, ходят слухи, что вода должна подорожать. Ну, посмотрим. Такие там сказки пишут. Мне кажется, что больше разгоняют. Ну, возможно... Ой, как-то не хочет. Возможно, и подымут, но я не думаю, что столько раз, и сколько нас там сами себя пугаем. Сильно толстый. Не просовывается. Все, возьмем похудее. А худенький зашел. Все, нижний ряд готов.
надо взять стакан, взять воды и ложку соли растворить и залить, а потом воды долить. Правильно? Ой, правильно. Ложка у меня и та столовая. Ну, значит, не полную столовую. Ну, вот так, без горки. Растворяем кристаллы соли. Девочки, еле говорю, потому что вы знаете почему. Ларинготрахеид. Или как он там? Фарингит, ларинготрахеид. Что там еще есть? Не сильно хочет быстро растворяться. Энтеропа. В общем, растворили и залили. Можно еще водички добавить. Там соль осталась. Можно просто засыпать соль, налить воды, закрыть крышкой и поболтать. Заливаю воду, и будет красота. Будет вкусная закусочка. Так, чтобы сразу скушать и получить массу удовольствия. Доливаем до верха, чтобы покрыло огурчик. До самого верха. Ой, девочки, видите? Я что кашляю. Но знаете, что я пью? Вот если такой изнуряющий кашель, вот прям вот изнуряющий до ужаса. Как говорится, до мокрых трусов. Нам же доктор всегда выписывает одно и то же средство. Синекут. Лечит. Но с ним одновременно нельзя отхаркивающие пить. Лечит разные виды кашля. Тут время, как не придешь к нему, синекут. Синекут. Особенно если кашель вызывается вот это вот. Я мужу вчера говорю, слушай, у меня такое ощущение, что у меня в горле как будто я песка наелась. Вот так вот аж, ну, дыре, аж ужас. Сейчас сын пошел там температурами. Жень, какая температура? А? Ну это нормально, 36. А, ну так видишь, она уже на вечер поднимается потихоньку. Если будет болеть голова, нурофен выпьешь. Ну, следи, там через часа 2 еще раз померяешь. Берем тарелочку. На тарелочку ставим баночку. Убираем подальше от всех проходящих мимо. И крышечку берем, накрываем. И завтра уже буду бурлить. Вот так. Будет тут у меня стоять. Сейчас я тут приберусь. Бутылки с водой, вечно. Все какие-то запасы. Ну, что делать? Такое життя, такое життя. Так, а что у меня тут? Я тут еще перец и помидоры. А перец, я говорила, ешьте перец, блин. Денег стоит, уже портиться начинает. Так вот, бабчится. Видите? Ну, он просто лежит не в холодильнике, а здесь. Кто сюда его положил? Я. Но я же думала, они его съедят. Так, все, вот тут у меня стоит. Все, на столе. Начнет завтра уже, даже сегодня уже, завтра утром начнет уже там бродить и ферментироваться, как сейчас модно это называть. Так что, девочки, вот такие вот дела. Кстати, муж должен привезти сегодня, обещал, спелых арбузов. Прямо мне прямо сейчас хочется. Иду на поправку. Жорочка. У нас Жорочка сейчас вечерняя прогулка, да, Жор? Все, приехали. Прибыли. Ты что, не сильно их хочешь? Что ты там нашел? Ничего не подбирай, Жор. Пошли. Ты же так спешила, получается, что никуда ты и не спешил. После дождя у нас как-то очень даже в девочки и мальчики прохладненько. Жора, пошли. Давай, спускайся. Красавчик.
Не, Жора. Нет, нет, нет. Слушайте, ну голубь валяется. Может, машина сбила. И Жорику срочно это надо. Девочки, нам просто повезло с Жориком. Во-первых, убежали, и дождь пошел. Во-вторых, только заехали на этаж, зашли в квартиру, и выключился свет. Сегодня второй раз уже выключают там на 3-5 минут. Сейчас опять включили. Что-то какие-то ремонтные работы. Но пошел дождик. У нас вообще в Одессе сегодня целый день дождливо. А как у вас? Всем мирной ночи и хорошего дня. Кстати, про то, что сейчас ходит какая-то инфекционная ерунда, что у всех ангина и температура до 39, и долго не проходит, это прямо сейчас мне подтвердили знакомые на прогулке. Но в любом случае, не болейте, за собой следите, не паникуйте. Мирной ночи. Пока-пока. И привет вам из Одессы.